Всем привет, дорогие друзья! Антон, компания «Одна-вторая мечты». Продолжаем заливать смолу, делать все красиво и интересно. Сегодня будем делать черный мрамор, довольно-таки сложная задача. Будем делать вот на этих двух столешницах. Их я сделал из простого ДСП, лист у меня уже давненько лежал, немножко даже погнулся, но это ничего страшного, я его нарезал по размерам, все соединил, ну понятно, что зашлифовал, почистил, соединил все эпоксидной шпаклевкой, скрутил саморезами, все у меня склеилось. Торцы обязательно мы шпаклюем, опять же я шпаклевал эпоксидной шпаклевкой, и в качестве лайфхака я вам предлагаю пигментовать прямо шпаклевку, для того, чтобы наши торцы никак не просвечивали. То есть, в принципе, шпаклевка обычно идет, она белого цвета, потом мы будем заливать на нее черную смолу, естественно, она будет просвечиваться, это неудобно, приходится заливать какой-то слой, переживать, будет просвечивать, не будет, закроется, не закроется. Запигментовали сразу же шпаклевку эпоксидную теми же самыми пигментами для сольвентных систем, то есть предназначенных для эпоксидной смолы. Зашпаклевали, и у нас торцы уже черные. Все это, естественно, опять мы зашлифовываем, делаем ровненько, делаем идеально красиво, чтобы наши торцы, никаких там корявости не осталось. А если их не шпаклевать, то за счет пор, да, между стружками в ДСП обязательно эти стружки, дырочки, поры проявятся, и это будет некрасиво. Обязательно шпаклюем, делаем красивый торец. Углы мы обязательным образом, если хотим делать ровный скат, ровный торец, то мы их фрезуем. Фрезы у меня нет, я просто машинкой, наждачкой аккуратненько делаю скругленные торцы для того, чтобы смола просто аккуратно по этим торцам стекала, и этот угол не светился. Если он будет острым, то на этом углу, как правильно, на этом углу будет очень тонкий слой, и этот угол будет светиться. Даже пускай он будет черным, но его все равно будет видно, и это будет некрасиво. А вот если он будет аккуратный, скругленным, то смола там более толстым, ровным слоем на него ляжет, и будет красиво и хорошо. Более того, для того, чтобы еще раз перестраховаться, чтобы мои торцы нигде там не просвечивали, я покрасил их. Просто взял обычную с баллончика краску, акриловая, она там идет, алкидная какая-то, и просто прокрасил торцы для того, чтобы, опять же, они не светились, скажем так, перестраховался, да, еще на раз. Здесь на горизонтали я не боюсь, на горизонтали слой достаточно большой, и он в любом случае закроет сам материал, да, дерево, в общем, лист. А вот торцы, вот за счет того, что там слишком тонкий слой, вот я перестраховался, еще и покрасил. Вдобавок, теперь-то уж точно там ничего просвечивать не будет. Теперь будем заливать. Будем заливать базовый первичный слой для того, чтобы, во-первых, все выровнять, во-вторых, чтобы закрыть какие-то там просветы цвета, чтобы уже была все четкая, яркая столешница. Кроме того, вот по той технологии, по которой сегодня мы будем наносить, про нее сейчас мы будем отдельно разговаривать, нам нужна гладкая, ровная, идеальная зеркальная поверхность. Как раз с помощью этого слоя мы и достигнем того, чего нам надо. Сегодня я буду использовать смолу. Смолы у меня лишней там какой-то для нанесения не оказалось, поэтому я просто пошел в магазин и купил смолу. Epoxy Day компания, я ее в интернете, в инстаграме уже видел. Она низковязкая, бывает у них и высоковязкая. Для столешницы не рекомендую такую брать. Просто потому, что, во-первых, и слой будет толстый, во-вторых, пузыри из нее плохо выходят. Берите низковязкую. Я их абсолютно не рекламирую, ничего не скажу хорошего или плохого про эту смолу. Я ее уже попробовал, в принципе, да, нормально наносится. Сказать, что она там, как они вот обещают, прозрачная, содержит УФ-фильтры, не желтеет, без запаха, высокий глянец, да, надеюсь, ничего плохого я про них сказать не могу, поэтому не буду это оспаривать. В принципе, любые производители именно все это обещают, не у всех это всегда соответствует. Вот мы будем тестировать разные смолы в своих видео. Единственное, что мне достался, видимо, уже давненько стоял в магазине этот товар, никто его не брал, и видите, немножко поджелтел компонента B. Это за счет окисления. Не супер это хорошо, для белых, наверное, столешниц это было бы критично. Для черной не особенно это критично, закрасить черный цвет всю эту желтизну, там, если какая-то проявится. Смолу мы замешиваем на электронных весах, взвешиваем точное соотношение, компоненты А, компоненты Б, это очень важно. Там происходит химия,
одно там количество молекул к другому количеству молекул, чтобы никаких там лишних молекул не оказалось. В общем, соблюдаем. Так, у нас соотношение этой смолы 2 к 1, это удобно. Не надо тут никакие граммы высчитывать. Я буду сейчас замешивать килограмм 200, соответственно, мне надо 800 компоненты А, 600, 700, 800 и 0,2. И заливаем компоненту Б. Да, обязательно надо сказать, когда работаем с эпоксидной смолой, используем перчатки, средства защиты. Если переживаете, что какие-то испарения опасные могут к вам попасть внутрь, то тогда, наверное, используйте и какие-то респираторы. Ну, я вот рискую, не люблю я все эти респираторы использовать. Но это уже на мой страх и риск, вас я предупредил. А то мне как-то в комментариях уже предъявили, что я травлю народ. Так, килограмм 200. Все, как в аптеке. Есть. Берем пигмент. Я использую пигмент уже заляпанный. Полимер О, компания Полиш. Это производитель пигментов у нас в России. Находятся они в Ижевске. Ну, удобно, что у них недорого все это. Вообще, пигмент считается 3-5% от смолы, от общего объема смолы. Ну, давайте, значит, взвешивать. Так. Я прям сначала, у меня все будет одинаково, одного цвета, черного, поэтому я сразу же залью пигмент, а потом уже все буду перемешивать. Ну, если честно, я поменьше сейчас буду делать. И не 3, и не 5, потому что черный цвет очень сильный, он, в принципе, закроет. Все, что хочешь, закроет. Ну, наверное, вот столько. Так, с ложечки пигмент тоже туда оставляем. Ложечка нам больше не нужна. Берем шуруповерт и на низких оборотах, для того, чтобы не загонять лишних пузырьков, тщательно перемешиваем по стеночкам. Внимательно. 2-3 минуты можно смело перемешивать. Распределять смолу мы будем с помощью вот такого вот шпателька. Он зубчатый, ну, наверное, он предназначен больше для укладки плитки. Ну, нам тоже он подойдет. Он у меня такой уже боевой. Обезжириваем, обеспыливаем. И поверхность я уже обеспылил. Все это делаю с помощью спирта. Тут у меня обычный этиловый спирт. Единственное, что он должен быть чистым. То есть там 98%. По большому счету питьевой. Это можно делать изопропиловым техническим спиртом. Но, по-моему, проще обычный спирт найти, чем какой-то технический искать. Так, шуруповерт у нас подстек. Можно его в сторонку убрать. Все. Я все отлично перемешал. Уверен, что здесь все у меня перемешано. Просто выливаю. Начнем с маленькой. Сейчас распределю, а потом уже все остальное вылью на большую. Как рассчитать количество смолы, которое вам необходимо? Ну, вообще считается, так, общепринятая цифра, на 1 квадратный метр толщиной 1 миллиметр необходимо 1 килограмм смолы. Ну, надо понимать, что разная смола имеет разную вязкость, разную плотность, и, соответственно, ну, эта цифра, ну, может где-то в плюс-минус немножечко гулять. Поэтому надо учитывать, ну и опять же надо ее протестировать, прежде чем наносить сразу же на какой-то большой объем. Ну, какой-нибудь маленький образец взять, залить, посмотреть, попробовать, потому что иногда смола, она вот прям просит,
чтобы ей дали слой побольше, она не хочет выравниваться. Когда нальешь немножко побольше, раз, и она сразу же встает по своему уровню. Я всегда, то есть вам не обязательно покупать и так. Вот как раз здесь хочется прямо еще чуть-чуть добавить. Ну, буквально чуть-чуть. Сейчас смола сама будет уже занимать свой уровень, а мы будем только посмотрим на это дело и будем ее подправлять, прогонять пузырьки. Ну, с этой смолы я уже пробовал на образце, ну, довольно-таки неплохо выходят пузырьки, больших проблем с ними не возникает. Так, ну, пока оставим так. Сейчас мы сразу же все равно не будем прям всю смолу выливать, немного оставлю, чтобы или туда, или сюда, куда-то можно было подлить, добавить. Ну и на большую просто выливаем. Ну и все, вот этот объем я оставлю. Потом все равно я его весь вылью, ничего уж мы дорисовывать не будем сейчас, мы просто будем делать черное. Здесь, естественно, столешницу надо выравнивать по уровню, выставлять. Ну, понятно, да, что все в одну сторону куда-то все не убежало, чтобы все было красиво. Совсем не обязательно использовать вот именно такую смолу, то есть я их не рекламирую. Ничего хорошего, ничего плохого я пока про них сказать не могу, поэтому в принципе, вы можете использовать любую другую смолу. Главное, ну, я в основном рекомендую, если хотите подешевле это сделать, да, и есть возможность, приобретать непосредственно на заводе, естественно, потому что я не знаю, как именно вот эту смолу, делают ли они ее сами, или попросту покупают на каком-то более крупном заводе, который действительно производитель, потому что процесс производства эпоксидной смолы — это достаточно сложный, серьезный процесс, то есть там серьезное оборудование, химические всякие дела там происходят. И, ну, вот эти все, скажем так, я их называю переливальщики, ну, которые попросту покупают на большом заводе, переливают, свою денежку добавляют. То есть этого делать совсем не обязательно, в смысле покупать у них именно. Можно покупать 3D наливной пол. По большому счету это прозрачная смола, она тоже жидкая. Ну, естественно, да, чтобы уровень занимала. Она, по крайней мере, все заводы обещают, что она должна быть ультрафиолет устойчивая, да, чтобы не желтела. К сожалению, не всегда это соответствует действительности, уже как проверено. Но, тем не менее, пока, скажем так, не попробуешь, то ты это и не узнаешь. Поэтому, ну, вот на банках тоже написано, что вот она и не желтеет, имеет ультрафиолет фильтры, которые вот как раз не дают ей желтеть. Насколько это действительно так, затрудняюсь, не могу ничего сказать. Даже многовато, скажем так, я замесил смолы, можно было и поменьше, но уже фарш обратно не провернешь. Все, смолу распределили, сейчас она пускай сама занимает уровень свой, выравнивается, а потом мы будем с вами прогонять пузырьки, ну и скрывать бортики, потому что у нас пока что никакого рисования не предвидится, ну, на этом этапе, естественно. А потом уже будем пробовать рисовать мрамор. Минут 5-10 прошло, смола отстоялась, заняла уровень, стало все ровненько. Ну а самое главное, повылазили пузырьки, которые там в глубине скопились, ну вы видите, да, и на поверхности. И вот теперь, ну вот это вот и есть свойство смолы. Если она будет слишком вязкая, то вот она будет плохо выдавать вот эти пузырьки из глубины, и они там останутся. А потом со временем вы уйдете, скажем так, да, они вылезут и могут вам сюрприз оказать. А если она хорошо выпускает пузыри, более жидкая, там у нее, ну, поверхностное натяжение, все дела, да, физика, то у меня что-то сплошная физика, сплошная химия, то она сама легко сразу же на поверхность выдает все пузырьки, вы от них избавляетесь, ну и все, и проблем с этим нету. Избавляться мы будем с помощью горелки, небольшое пламя. Просто мы сейчас будем разогревать верхний слой, он становится более жидким, ну и пузырьки лопаются, вот и все. На одном месте не стоим, для того, чтобы смолу не перегревать, для того, чтобы она, ну, в каком-то куске вдруг не загустела, а смола ведь у нее, наверное, выключена. У нее реакция экзотермическая происходит, то есть с выделением тепла, и чем больше тепла, тем быстрее реакция начинает происходить.
Именно поэтому и после замешивания не рекомендуют длительное время держать в какой-то таре, да, смолу. Ну, просто потому что она может перегреться, ну, и затвердеть, стать уже слишком прочной. Ну, не прочной, густой. Поэтому там 5 минут буквально можно внутри держать. Так, у меня мусор какой-то уже попал. Сейчас еще от мусора буду избавляться. Ну, не один раз этот процесс надо производить. Сейчас вот избавились от пузырьков. Они, возможно, еще поднимутся там через какое-то время. И мы снова то же самое будем делать. Избавляться от них. Ну и там вы уже сами увидите, когда у вас перестанут они появляться. Ну, собственно, значит все. Значит, процесс прошел весь. Ну вот, прошло еще минут 30, смола выровнялась, все пузырьки я прогнал. Кстати, пузырьки можно прогонять не только с помощью горелки. Видели я с помощью просто спирта, точно так же, который вот у меня в пульверизаторе. Я брызгаю, верхний слой становится более жидким, пузырьки лопаются. Это тоже вариант. Можно и феном просто раздувать, да, то же самое, разогревать верхний слой. За счет этого он более жидким становится, пузырьки лопаются. Есть, кстати, вот он, вот такой вот корректор. Ну, это опять же у различных производителей он продается, точно так же он брызгается. Ну, я его берегу, не особо использую. Ну, там тоже ничего особенного, в принципе, это не обязательное. Ну, все, у нас все готово, можно вскрывать бортики, пускай смола течет по торцам. Ну, я уже так предполагаю, что у меня достаточно много я замесил смолы. У меня здесь размер 1,20 м на 45, а здесь 50 на 35. Замесила килограмм 200, и это многовато. Сейчас много у меня будет вниз стекать на стол. Ну, что поделать, уже замесил, никуда от этого не деться. Это к тому, чтобы вы могли рассчитать тот объем смолы, который вам нужен. Видите, я немножечко в стороне всегда стою от столешницы, ну, по возможности, ну, для того, чтобы просто не трясти головой. Тут и так пыли хватает. И чтобы лишнее с меня что-то не падало. Все, вскрываем бортики. Когда мы вместе с рисунком, да, мы наносим какой-то рисунок и потом вскрываем бортики, то мы переживаем насчет того, чтобы этот рисунок не уплыл весь туда, то есть на стол, да, и не потерялось все, что мы рисовали. А сейчас же у нас никакого рисунка нет, поэтому, ну, побольше стечет смолы, пускай будет побольше, поэтому я время не затягиваю, прошло вот минут 30, ну, этого достаточно. Поэтому просто вскрываем наши бортики. И смола побежала. Эх, липкий скотч, все к пальцам липнет. Друзья, как-то так получилось, что кусок, в котором я подводил, рассказывал, как наносить этот рисунок, не удалось записать. Ну, что поделать, я один и снимаю, и наношу, и все сразу делаю. Вот, поэтому я сейчас уже с нанесенным рисунком буду вам рассказывать, как его сделать, а потом вы посмотрите, как мы его будем наносить. Итак, мы залили столешницы, все, смола у нас застыла, все очень хорошо. Ну, вернее, не очень хорошо, скажу сразу, это к вопросу о смоле, насколько она подходит. Все-таки, видимо, не все пузырьки ушли, потому что когда она стала стекать на торец, на торце стали появляться пузырьки, видно, где-то в глубине они остались, и потом очень тяжело их было убрать с торца, они не пускали немножко смолу стекать на торец, и получились такие немножко разводы, поэтому буквально 600-й наждачкой я прошелся торцы еще раз. Ну, мы будем заливать финишный слой. Я надеюсь, что все эти косячки, они подправятся и все станет ровненько. Ну, это к вопросу о смоле. Ну, потому что я, когда прогонял пузырьки, у меня уже ничего здесь не оставалось, у меня не было претензий. То есть, да и на поверхности никаких пузырьков не осталось. А вот на торце они потом вылазили.
Ну ладно, идем дальше. У нас есть гладкая глянцевая поверхность. Рисунка сейчас нету, помните, да? Для чего мы это все делали, для чего мы наносили вот этот слой? Рисовать мы будем с помощью спирта. Просто разливать пигментованный спирт по поверхности. Эта глянцевая поверхность нам нужна, чтобы он легко по ней тек, растекался, расплывался. Чем мы будем его пигментовать? Пигментуем теми же самыми пигментами, которые и используются для смолы. То есть это для солвентных систем, которые они называются, это спирторазбавимые, спирторастворимые пигменты, то есть они в спирте точно так же растворяются. Поэтому для этого мы просто берем спирт. Конечно, тут сейчас будем переводить спирт, натурпродукт. Просто берем спирт, в него пигментуем. У меня вот здесь серебряные прожилки, у вас, возможно, это какие-то другие прожилки могут быть. И будем разливать и с помощью фена. Где мой фен? Вот мой фен, у меня строительный. Это может быть и обычный фен, домашний, который для волос используется, абсолютно не принципиально. За счет теплого воздуха мы как бы подсушиваем спирт, пигмент остается, а спирт испаряется. Остается очень и очень красивый рисунок. Сейчас будем смотреть, изучать, как это делается. А давайте пробовать. Видите, я здесь уже немножко начинал, немножко пробовал, тренировался. Что-то тер, никак не смог оттереть все, что я тут понарисовал. Но ничего страшного, мы сейчас сверху все закроем, все будет красиво. Давайте, рекомендую немножко сначала сбрызнуть, для того, чтобы просто чистым спиртом с пульверизатора пойдет. Здесь у меня уже запигментованный спирт, серебро, серебряный пигмент. И мы его просто разливаем. Сейчас, конечно, будет колоссальный перерасход спирта, слабонервным и слабохарактерным просьба не смотреть, потому что будет много спирта. Просто так выливаться. Прям рукой можно где-то помочь ему распределиться. Правда, наверное, потом эти разводы от руки могут быть видны. Да не могут быть, а будут видны. Поэтому аккуратней. Так, а здесь у меня чуть-чуть более сильный пигмент. То есть, если у меня вот это была не очень сильно запигментованный спирт, то тут вот посильнее у меня пигмент. Посильнее он запигментованный. Ну, примерно как-то так. Ох, какие испарения. Сейчас тут напыхаешься, а мне еще за руль садиться. И теперь на малых оборотах начинаем подсушивать этот спирт, разгонять его немножко, формировать эти прожилки, которые нам хочется получить. Видите, немножко вертикально нужно держать фен, ну просто для того, чтобы каплями не потек туда дальше спирт. По торцам пускай тоже вместе с пигментом бежит. И на торцах тоже формируется этот рисунок. Чем прекрасен, да, этот способ, если со смолой, когда мы работаем, мы переживаем, смола перегревается, надо быстрее что-то делать. Если не получится, то все придется переделывать, перезаливать, тратить опять смолу. А здесь, если что-то вам не понравилось, взяли, стерли, то точно так же спиртом просто все смылось, все стерлось. И заново наносим. Никаких проблем с этим нету. И опять же, по времени мы никак не ограничены. Сколько угодно мы можем тут заниматься рисованием. Подрисовывать, если хотим, или подорисовывать. И по времени мы никак не ограничены. Ну, видите, здесь уже вот у меня спирт испарился, и уже, в принципе, прожилки эти образовались.
Может быть, где-то они слабоватые. Мы сейчас посмотрим. До конца спирт испарится, тогда станет видно, насколько слабоватый или не слабоватый. Несложно это, в принципе, делать. Никаких особых навыков для этого не надо. Я вот буквально разочек потренировался, посмотрел, понял, в чем суть, и, пожалуйста, можно выполнять уже работу. На смоле, если рисовать, конечно, такие вот разводы аккуратные никак не получится. Ну, просто потому что смола все равно будет там или сильнее, или не сильнее растекаться. Ну вот, пожалуйста. Очень даже интересные прожилочки у нас получились. Мне уже нравится это. Вот видите, здесь у меня пигмент немножко не растворился. Такая пузырик получился. Не очень симпатичный. Ага, первая партия спирта бесщадно и безбожно уничтожена. Вот этот краешек мне немножко не нравится. Сейчас я просто возьму и спиртом его подотру. И получится все хорошо. Прям вот так, видите. Аккуратненько раз. Готово. Так. Тут тоже подотрем. Заретушируем как бы, да? Ну ладно, сейчас мы здесь какое-то наслоение сделаем, и оно хорошо будет смотреться. Следующая партия спирта у нас готова. Еще по писярику, что называется. Туда пока не лезем, с этой половиной разберемся, а потом там их будем придумывать, как состыковывать. Тоже смачиваем. Смачивая для того, чтобы границы, вот эти вот как раз, которые мне не понравились, они были более размыты. Ну, то есть чистый спирт же он без следов испарится. Все, наверное, пойдет. Разливаю здесь я свой спирт. Видите, со стаканчика просто он плюхается, как бы. Еще 50 грамм пошли в бой. Давайте и прожилки эти подрисуем другим пигментом, более сильные. Ну, вот как-то так. Ну и все, по той же самой схеме берем и начинаем подсушивать. Ну вот, эта сторона у нас тоже готова. В принципе, довольно-таки быстро все это получается. Давайте приступать к середине. Сейчас я вот эти вот края просто чистым спиртом вот таким аккуратненько пройдусь. Вот такой интересный, красивый рисунок получился. На смоле такой рисунок не получится. Очень красивые перекаты, переходы, наслоение один слой на другой. Супер, очень интересная техника.
Возможно, конечно, если это будут разные цвета, то будет интереснее это все смотреться. Но у меня заказ такой, серебряные прожилки, черный мрамор, поэтому вот будем такое оставлять. Следующая проблема, которая у нас есть, я хотел бы залить прозрачный финишный слой, чтобы, да, закрыть весь этот пигмент. Но, естественно, в смоле этот пигмент точно так же начнет растворяться. Смола просто его смоет, может быть не весь, но начнутся расплывы, потеки, и как бы этот рисунок смоется, и будет уже некрасиво и неинтересно. Но это уже мой лайфхак, я сам придумал, как можно от этого избежать. Мы сейчас возьмем самый обычный лак. Что у меня тут? У меня какой-то алкидный лак, устойчивый к ультрафиолету, простой в баллончике. И мы покроем все наши столешницы лаком. Покроем лаком, а уже потом, когда он как бы закрепит, да, наш пигмент, то мы уже зальем прозрачный слой, и у нас получится готовая столешница, и весь рисунок у нас сохранится. Прошло где-то около суток, ну, может быть, чуть-чуть меньше. В принципе, лак встал, но он еще и часа через 2 уже сразу же встал, и можно было бы наносить финишный слой. Ну, вот у меня так получилось по времени. Как проверить, достаточно ли у нас защищен наш рисунок, да, и не поплывет ли он? Просто берем, мы все равно обеспыливаем с помощью спирта, да, ну вот берем на салфеточку, брызнули и немножечко потерли, поубирали пыль, заодно посмотрели, расплывается, не расплывается наш рисунок. И у меня все в порядке. Ну, естественно, я уже до этого проверил, уже все обеспылил, по уровню все выставил. Я уже уверен, что у меня все хорошо, ничего никуда не денется. Все будет красиво. Все, видите, салфеточка чистая, значит, все в порядке. Итак, финишный слой. Ну, наверное, давайте проговорим, раз уж мы хотели резюме какое-то дать по поводу этой смолы, которую мы, да, как бы тестируем. Нормальная смола, можно ей работать, в принципе, вот поверхность гладкая, но повнимательнее немножечко с пузырями, которые, особенно вот на торце, когда они вытекают, вот у меня не совсем все идеально вышло. Сейчас надеюсь, что я более внимательно к этому отнесусь, и у меня все аккуратно получится и закроются все там косячки, которые на торцах проявились. Разносить я буду с помощью валика, потому что с шпателем я что-то переживаю, вдруг поцарапаю и испорчу там этот рисунок, но валиком как-то будет все-таки спокойней и безопасней. Кстати, опять же, про смолу. По времени, ну, скажем так, она немножечко долго встает, долго играющая. Ну, не скажу, что это прям большой минус. Ну, скажем, у меня вот в мастерской не прям жарко, где-то 22-23 градуса. Ну, через сутки она еще не встает. Она еще такая мягковатая. Ну, в принципе, ну, как это не смертельно. Если у вас будет чуть-чуть потеплее, возможно, она уже и встанет, и будет все в порядке. Ну, все, выходим на финишную прямую.